Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на нашей еженедельной рубрике «Понедельник». Давайте посмотрим, да, что же нас ждет в июне. Сегодня у нас последний день месяца, да, конец мая. Подведем итоги, посмотрим, что же будет приблизительно на рынке, да. То есть сегодня у нас рынок немножко отскочил, выделился Ripple под новостью, да. И начну я с S&P 500. Потому что все-таки мировой рынок задает нам тренд по биткоину. Что у нас тут случилось, да, в принципе, тремся около сопротивления, и я думаю, мы все-таки пойдем на обновление вот этого вот хая, 4250 пунктов, думаю, пойдем, сделаем там дивер, да, если не сможем пробить, если же пробьем, то, возможно, там будет раз такой какой-то ретест, и мы пойдем на формировку какого-то там нового дивера, то есть обновление вот в зону интереса, это где-то 350 пунктов. То есть это довольно-таки интересная зона. Ну, важно не уходить вот за это сопротивление. Это где-то 4400. Ну, вот начиная, если отсюда, то 4400, в принципе, сопротивление. Давайте его отметим. Но, тем не менее, это довольно-таки хорошие цифры для всего фондового рынка и, в принципе, для крипты. Если будет такой рост, то он довольно-таки колоссальный. То есть это довольно-таки сильно скажется и на скоке крипты. Если же нет, да, то опять-таки здесь у нас на дневке, да, довольно хорошее облако Ишимоку является хорошей поддержкой. Она опять-таки находится в зоне 4100 пунктов. То есть эта зона, она все еще ликвидна, хоть и пробивали, да, 2 раза, но тем не менее откупались и, в принципе, закреплялись выше. Это что касается фондового рынка. То есть жду в начало месяца, да, такой активный рост. В принципе, по TA это тоже позволительно. Вот, в принципе, на сопротивлении стоим. По доминации. По доминации мне, в принципе, я вижу, что мы пойдем ниже. То есть, если мы откроем 4-часовой график, да, то мы увидим пробитый восходящий канал, ретест. Здесь еще по RSI мы видим. То есть пробили, да, восходящий тренд, ретестнули. Тут у нас даже здесь вырисовывается такой вот гип. В принципе, его видно и на 4 часах. Вот он, гип с ретестом. В принципе, отработка вот в уровне 42%. Но я думаю, мы пойдем на ретест пробитого нашего сопротивления и на обновление. Да, возможно, нарисуем как раз-таки дракона на дневке, да, и потом уже пойдем на скок. То есть вот до начала июня, да, если это все будет скатываться, то первой недели июня как раз-таки, да, то есть плюс-минус вот до конца, ну, то есть как раз вот пятница, 4, вот тут, в принципе, если будет так потихоньку скатываться, как раз упадет где-то на конец недели. То есть это вот уровень 38%, то есть довольно-таки интересный уровень, это опять-таки здесь на обновлении, если мы пойдем. То есть доминация у нас тоже смотрит на снижение, я жду вот снижение, ну, если пойдем обновлять, да, 40%, то, я думаю, пойдем на обновление лоя, это где-то 38%, а здесь мы, я думаю, по RSI не обновим, как раз таки будет еще одна дивергенция по доминации. Что касается общей капитализации, у нас, если присмотреться, да, то у нас везде рисуется перевернутая голова с плечами, то есть вот как раз таки сейчас у нас идет пробой линии шеи, если мы ее пробьем, то мы пойдем на процентов 10 вверх, то есть отработка фигуры, то есть это где-то вблизи где-то 1,7 триллион долларов, то есть еще где-то на 150 миллиардов вливания в рынок в общий, да, то есть, ну, это даже на RSI, в принципе, видно, даже здесь виден ретест, да, вот он, вот, если присмотреться, то и здесь он виден ретест, то есть поход вверх, я думаю, еще будет, то есть то, что мы видели, да, отскок утром, то, я думаю, будет еще какой-то такой отскок, главное пробить вот 4-часовое облако и закрепиться выше. На тотале мы уже, в принципе, пробиваемся, тут уже пробит, так скажем, вот этот уже локальный, да, нисходящий тренд, тогда мы не смогли пробить, пошли, откатились, сформировали погиб, и я думаю, сейчас уже будет какой-то отскок вот где-то в район триллиона, как раз на вот это сопротивление. Если же, опять-таки, мы пробиваем здесь, да, триллион, если мы пробиваем, то это будет двойное дно, уже с походом где-то вот в эту зону, где-то 1,3, то есть это вот высота, опять-таки, амплитуда, если мы рисуем, то это где-то вот эта зона. По битку, в принципе, я даже здесь, когда начинал смотреть, да, был 35 700 даже биток, сейчас уже подорожал на 500 баксов, но, тем не менее, на битке тоже нисходящий клин, перевернутая голова с плечами, то есть это отработка в район где-то 39 тысяч долларов.
Опять-таки, если мы пробиваем 39 тысяч долларов, уходим на 40, да, если 40 опять-таки пробивается, опять-таки двойное дно с походом вот сюда, где-то на 50 тысяч долларов, там у нас проходит наш такое вот сильное сопротивление. То есть, если это у нас отработает туда, то, в принципе, сейчас вход даже с текущих в лонг довольно интересен, потому что туда 35%, да, вниз в районе 8%. То есть, тоже интересный риск-реворд. То есть, если стоп ставить, опять-таки, за 33 300, да, вот, то есть, за голову погиба. То есть, опять-таки, на RSI это тоже все видно. Эфир вот сейчас пробивает сопротивление. Опять-таки 4-часовое облако вот здесь вот дает слабину. Как раз думаю, пробьем. Пойдем тоже где-то в район, наверное, 3000. Ну, отработка погиба у нас в районе 2700, 2750, 2800. Ну, вот где-то в эту зону. Там, опять-таки, будет проходить линия сопротивления. Вот тут как раз-таки будет, мне кажется, решаться такой основной момент, куда мы пробьем вот эти вот вымпелы, да, то есть мы пробьем ли их вот так вниз, да, и у нас начнется опять продолжение нашего нисходящего тренда, то есть это и на битке видно, вот, да, то есть вот сюда, если когда придет биток, то есть будет ли у нас продолжение нисходящего тренда вниз, либо же мы уже пойдем на пробой вверх. То есть это будет решаться как раз-таки в середине недели, если мы быстренько пойдем туда, да, если не будем так вот флетить, да, то это будет где-то, наверное, в ближайшие дни. Если же мы все-таки будем идти во флет, то вот как раз-таки это будет к концу недели, или туда пойдем, или сюда. То есть тут уже будет решаться, куда же вот это все проторговочка, да, наша, которая начиналась числа 20 мая, да, куда же она пойдет, то есть вот она, да, 19 даже мая началась наша проторговочка, куда же она выйдет. Пока это погиб, то есть отработка вверх, но тем не менее у нас тут тоже был погиб, да, с которым, в принципе, дали небольшую отработку и пошли вниз. То есть сейчас куда поведут, нужно будет смотреть. Так, по эфиру посмотрели. BNB тоже самое. То есть, опять-таки, пробой уже локального сопротивления. Кстати, вот в прошлый раз, когда мы на битке формировали погиб, да, мы, в принципе, ударялись в сопротивление. То есть, так, на битке его, конечно, не нарисуешь, да, то есть оно не ходило к сопротивлению. А вот, в принципе, как раз таки вот в эту дату, да, там, 26 мая, в принципе, и тут мы ходили вот на сопротивление, да, по эфиру, вообще по всем альтам. То есть мы вот раз, два, третье касание делали. Сейчас же мы четвертое касание уже пробивной. То есть это видно на всех монетах. То есть раз, два, даже не дошли. В принципе, сейчас уже пробиваем опять-таки тоже погибом. Опять-таки, тут вообще на RSI, кстати, вообще идеальный погиб нарисован. Ну и, в принципе, по свечам тоже идеальный погиб. Опять-таки, отработка, это тест вот этого уровня. То есть 300, 380 где-то, да. Ну, я сразу поставил, кстати, на всех альтах, друзья, стопы, да, если кому-то интересно, можете подбирать, то есть риск в районе, там, тут побольше, конечно, тут на 13%, да. Вот, но опять-таки можно начертить поддержку и, в принципе, стоп пододвинуть ближе, и, где-то за 300 баксов, и тогда уже риск-реворд будет интересен. Если мы пробиваем опять-таки здесь, да, зону 380, то мы идем в зону 450 и 500 долларов. То есть это вот эта пробитая наша поддержка. Да, то есть я думаю, мы пойдем все-таки на ее ретест. Ада держалась лучше всех на самом деле на падении, да, то есть она не пошла на обновление. И тут, в принципе, тоже, тут не погиб, да, у нас, но тем не менее ретест. Ретест пробита вот этого нашего нисходящего локального тренда. То есть раз, два, три, четыре. Тут уже пятое касание было пробивным, шестое уже ретест. То есть по Аде это уже тут просто смотрим мы по FIBA и смотрим наши ближайшие интересные уровни и расставляем там уже в этих районах. В принципе, они вот и так были видны. То есть это район обновления здесь, вот где-то здесь, да, можно тейк поставить и уже потом на обновление. DOT тоже выглядит интересно, но уже бьется в 4-часовое облако. Вот ему, конечно, уже нужно забраться сюда и идти вверх. Опять-таки тоже ударили сюда сопротивление, да, тоже тут было 28-е. И, в принципе, пошли вниз, и тоже погибчик, и тоже район отработки, это вот 25 баксов, да, 27, если пробьет, то уже, конечно, более интересные. Тут уже, конечно, x2 с текущего входа, стоп бы я разместил где-то на 18. Ripple на новости уже полетел, опять-таки тоже был погибчик, ретест, в принципе, на датном ретесте 0.85 был идеальный вход.
кто торгует Ripple, я надеюсь, вы взяли, потому что вот был отличный вход на пробое и ретесте. Вот. Ripple тоже где-то сопротивление, где-то на 1,5. То есть у Ripple потенциал где-то 50% еще есть. Но стоп уже довольно-таки далекий. Да, стоп уже довольно-таки далекий, то есть это где-то 0.85. Ну вот где, в принципе, нужно было входить. Если кто торгует Ripple. Юни стоит на пробой, кстати. Вот, у него, кстати, самый такой маленький риск-реворд. Если посмотреть, да, то вот, 10% потенциал в районе 35%. Это опять-таки тоже ретест пробитого восходящего тренда. Вот. Но Юни он, в принципе, быстро ходит. Я думаю, он сюда дойдет чуть ли не быстрее всех. Потом идем дальше. Litecoin. Litecoin я подобрал по 174 сейчас, ну, в принципе, недалеко ушел. Стоп 161 у меня. Так, жду где-то вот тоже, так, стоп у нас 161. Жду где-то вот сюда, то есть это 260 баксов, то есть относительно где-то процентов, ну, 50 тоже, да. Жду по лайтку, ретест тоже пробитого восходящего тренда. В принципе, если мы сможем пробить 200 баксов и закрепиться выше. Линк. Так, линк. Тоже, в принципе, был погиб, но тут уже сопротивление, оно более близкое. Вот мы тогда его ретестнули, сейчас уже надо его ретестить и пробивать вверх. У линка, кстати, пока до сопротивления далеко. В принципе, вот, сопротивление у нас где-то на 33 бакса. Взял еще EOS, тоже можете посмотреть его. Тоже жду его на ретесте. Ну, тут уже более высокие цели по EOS, да, то есть у него ретест находится довольно-таки высоко. То есть вот в районе где-то 10 баксов. Вот, то есть если смотреть, то стоп я поставил до 4-часового облака. И тоже, в принципе, здесь подобие погиб и есть. Ну, тут больше, конечно, нисходящий клин с ретестом нисходящего такого канала. Вот, в принципе, друзья, все. Сейчас биток у нас торгуется на отметке 36 тысяч. Посмотрим, что же будет у нас через неделю, да, отработают ли мои покупки. В принципе, сейчас риск, если брать биток, да, то есть вот 7,5%, довольно-таки интересно. Если кому хочется поторговать биток, можете воспользоваться таким вот сетапом, то есть отработку. Ну, первую цель я поставил где-то, наверное, в районе 38 тысяч долларов, учитывая, какой у нас длинный стоп. То есть вот на первое наше сопротивление 38-39 тысяч долларов. Там уже переводить стоп в безубыток, да, и смотреть, что же будет с ценой на этом уровне. В принципе, друзья, на этом наш обзор подошел к концу. Надеюсь, он был вам полезен. Дал сетапы, да, воспользоваться или нет, решать только вам. Вот. Напомню еще раз, ставьте стопы и напоминаю, что только вы в ответе за свой депозит. Всем пока и профитной недели!